интересные и необычные подарки для фотографа. И нет, в этом видео не будет всякой банальщины, типа подарите штатив или фотофильтр или карту памяти. Нет, тут я подобрал необычные, интересные идеи, которые удивят и порадуют людей, кто любит и ценит фотографию. Меня зовут Станислав Хованицкий, и настало время дарить подарки, поэтому начнем. Начнем с того, что идея подарка для людей, увлекающихся фотографией, очень популярна, и вы точно не промахнетесь с таким подарком. Ведь таких людей сейчас, очень много. То есть буквально почти у каждого из нас есть друг, брат, жена, муж и так далее. Кто либо фотограф, либо контент-менеджер, или просто человек, у которого хобби связано с фотографией, ну или непосредственно фотографией. То есть, в целом фотография — это одно из самых популярных хобби среди людей уже очень-очень давно. А сейчас снимают не только на фотоаппарат, соответственно, но и на смартфон. И многие делают, кстати, это на очень высоком уровне. И даже если не на высоком уровне, то фотографируют сейчас просто все. Поэтому эти подарки, по сути, могут понравиться, почти что каждому человеку. И сразу озвучу свою философию с точки зрения подарков. И признаюсь, я долгое время сильно ошибался и не понимал большинство людей. Сам я люблю только полезные подарки, которые реально мне, не просто пригодятся, а вот прям нужны. То есть для меня важна была именно практичность. И я для себя с удивлением обнаружил, что это далеко не так для большинства людей, что многим зачастую важны именно эмоции, связанные с подарком, а не сама вещь. И те, кто дарит подарок, то есть они видят, как человек получает кайф от того, что вы подарили подарок. То есть вот это собственно говоря, вы получаете эмоции положительные от того, что вы кому-то сделали положительные эмоции. И то есть тот, кому подарили подарок, соответствующим образом, да, то есть у него эмоциональный всплеск, он запоминает этот момент, вас ассоциирует с положительными эмоциями. В общем, короче, круто. То есть это все не ради вещей, а ради эмоций. И часто практичный подарок не вызывает каких-то сильных эмоций, зачастую так бывает, да, то есть благодарность, спасибо большое, все дела, но зачастую, не то, да. А еще бывает так, что тебе что-то очень интересно, то есть какая-то вещь, интересно попробовать ее, но это настолько бестолково, да, что тратить свои личные деньги на это было бы, просто никогда в жизни бы не стал, да. Но вот если тебе подарили такую вещь, вот это совсем другое дело. Вот всякие такие прикольные штуки я вам постарался подобрать сегодня. Все ссылочки будут внизу в описании, и это не реклама, ссылки не платный, я ничего не продаю никому. И прежде чем заказывать, поищите, скорее всего, тот же самый товар можете найти где-нибудь еще дешевле. Эти ссылочки я прикрепил для того, чтобы вы понимали, что за продукт, что за товар, и как его, чтобы вам проще было, собственно говоря, найти. В общем, поищите, скорее всего, есть более дешевые варианты. Также было бы интересно послушать ваше мнение насчет подарков, какие подарки вы бы подарили фотографу. Давайте соберем под этим видео кучу разных примеров. Я думаю, что не только мне, но и многим людям будет интересно эти примеры почитать. И напоминаю про специальные скидки на мои курсы. Раз уж такая возня пошла с подарками, обучающий курс — отличный подарок по фотографии, на смартфон, на фотоаппарат. Под этим видео все ссылочки будут. Хочешь прокачаться, тогда обязательно ознакомься. Больше 15 тысяч человек оценили и прошли мои курсы, пользуются с удовольствием теми знаниями, которые подчеркнули при обучении у меня. И мой телеграм-канал с кучей полезных материалов и фотографий без цензуры. Все это по ссылочке внизу. Итак, первый подарок — это фотоаппарат. И нет, не тот самый серьезный, супердорогущий фотоаппарат, который и так, скорее всего, есть у человека, которому хотите сделать подарок. Нет. Кстати, какой именно фотоаппарат лучше всего выбрать, видео на канале скоро будет. Я уже готовлю рынок фотиков, поэтому подписывайся, не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Что же за фотик такой? Все очень просто, это пленочный фотик. Но не спешите писать свой комментарий типа «банальщина». Нет. Не просто пленочный фотик, а одноразовый пленочный фотик, в который уже заряжена пленка, и когда 39 кадров будут отфотографированы, фотик надо будет отдать в проявку, его там, соответственно, сломают, вытащат из него пленку и напечатают вам фотографии. И тут многие скажут, что за чушь, пустая трата денег, да я лучше какой-нибудь старый «Зенит» подарю человеку, и он останется у него на долгие годы. Все просто. Смысл в том, что ценность каждого кадра из этого одноразового фотика будет в разы выше, чем из обычного, и уж тем более из смартфона. Вы дарите не фотик, а квест в течение года, делаете в месяц, 2-3 кадра, но в самые важные или интересные моменты. И когда год закончится, то есть в Новый год вы дадите фотки на печать и получите напечатанные фотографии с важными моментами, которые не могли посмотреть в течение года. То есть это как бы интересно. И фотки можно будет за бокалом игристого обсудить с тем, кто тебе этот фотоаппарат подарил. То есть такие моменты в жизни, знаете, это очень важно, да? И смысл еще в том, что в отличие от «Зенита», какого-нибудь или Nikon FE, можно ничего не знать про фотографию и не уметь фотографировать вообще, ведь этот фотик, он просто в обращении. С ним справится просто даже маленький какой-нибудь ребенок. Если вам хочется, чтобы фотик остался после проявки, да, то есть подольше им попользоваться, то есть есть просто такие же простые, многоразовые аналоги, типа таких да, например.
Ну а для тех, кто все эти пленки, аналог и так далее не понимает, не принимает и не любит, и хочет эту бездушную цифру вместо живой родной пленочки, пожалуйста, если такой вариант, тоже. Хоть и многие рекомендуют взять старую бабушкину вот эту цифромыльницу с таким маленьким плохим дисплеем и выезжающим объективом, их полно на Авито, то есть они стоят копейки, но нет, не берите эту мыльницу, этот самый, знаете, вот этот самый дисплей, он убивает магию. Вместо этого есть интересный, прикольный стартап. Называется он Paper Shoot Camera. Это такая тоненькая камера из экоматериала без экранчика, с разными прикольными дизайнами. Но цифровая, туда вставляется флешка SD-карта, чтобы понимать, что именно вы снимаете. Там всего лишь, знаете, такое простое окошечко, как у дальномерки. Но у дальномерки там хотя бы более-менее понимаешь, что снимаешь, а здесь прям совсем такое приблизительно. То есть как бы, но в этом есть прикол. То есть есть версия с кнопочками переключения фильтров всяких разных. Смысл как раз в том, что вы не увидите то, что вы сняли во время съемки, да, то есть получаете такой аналог, опыт, как будто бы пленочной фотографии. То есть, когда ты уже сядешь рассматривать всю съемку, тогда и увидишь, что получилось. Такой пленочный опыт очень интересный. Вот. Да и в целом это просто само по себе очень весело. Но для профессионального какого-нибудь серьезного фотографера это такой, прям, знаете, новый необычный уровень и опыт будет фотографии. Ну и пока мы не ушли с темы фотоаппаратов, я нашел интересный, вообще такой познавательный, прикольный конструктор «Собери сам». То есть там камера плюс фотолаборатория целая, все в одном комплекте. То есть вы не только сами собираете фотоаппарат, которым будете снимать, там еще есть и пленка, и реактивы, и фотобумага, то есть для проявки фотографий. Подобная инструкция, как что делать. То есть рассчитано это все, конечно же, на детей, но поверьте мне, внутренний ребенок, сидящий в любом фотографе, будет дико рад такому подарку. То есть это прочувствовать весь процесс создания кадра от заправки пленки до проявки вот этой ванночки, все комната с красной лампой, то есть это все дико интересно. Идем дальше. Еще один веселый подарок – это фотопринтер. Нет, не тот большой принтер, который делает нормальные фотографии, это переносной маленький, считай, карманный, со встроенными аккумуляторами, который печатает маленькие фоточки. Но фишка не в этом. Обязательно к принтеру подарите дневник-книжечку, и получится такой фотоальбом, чтобы вклеивать распечатанные мини-фотографии туда и писать путевые заметки, мысли, какие-то находки, делиться какими-то ощущениями. То есть, в общем, полноценный дневник ощущений с визуализацией. И это чертовски круто, потому что такой фотодневник, он живой, аналоговый, материальный, и его мощнейшая сила в том, что можно с близкими людьми сесть рядом за чашкой чего-то вкусного и посмотреть, полистать рукой живые страницы с ощущениями, переданными через вот это все дело, то есть это обсудить вживую. Знаете, в наш век цифрового одиночества такие моменты, они особенно ценны. Поэтому не принтер вы дарите эмоции, вдохновение и общение. Их на рынке много. И я бы не рекомендовал какой-нибудь Xiaomi, который первый у вас вылезет в списке, а именно рекомендую две штуки, даже три. Вот первый это будет Canon Xiaomi PV123. У него фотки имеют такую, знаете, липучку с обратной стороны. Только отклеивайте стикеры, приклеивайте. Очень на самом деле удобно. И второй это Polaroid Zip. То есть модель далеко не новая, но она себя очень хорошо зарекомендовала. Вот именно вот эти два аппарата я вам больше всего рекомендую. Вот еще есть вариант, называется Kodak Mini Shot 2. То есть это такой, знаете, в виде фотоаппарата. Он может выступать не только в виде принтера, то есть печатать фотографии, он может также и фотографировать. То есть вы можете сфотографировать и сразу что-то тут же напечатать. Ну и такой шуточный, веселый, не очень практичный подарок, но его оценит любой фотограф 100%. Это солнцезащитные очки со встроенными фотофильтрами. То есть это переменные ND-фильтры, там два полярика, ну вы знаете. То есть вы их крутите, и очки становятся либо темнее, либо светлее. Да, они тяжелые, не очень практичные, но очень прикольные. Можно, кстати, выкрутить ND-фильтры и вкрутить любые другие фильтры, какие вам захочется. Да? Также сверху можно накрутить диоптрии. Продавец такую возможность тоже дает. В общем, супер идея, как я считаю. Есть две версии, подороже и подешевле. В общем, покопайтесь на AliExpress, по-любому найдете что-то более дешевле. Ну и пару банальных вариантов я вам тоже припас, конечно же. Во все времена хорошим подарком являлась, конечно же, книга. Я считаю, фотокнига – это отличнейший подарок для любого вообще любителя фотографий. Только дарите не всякие обучающие пособия, типа как снимать там фотографии или композиция, не дай бог, какого-нибудь Лапина. Всю эту хрень сразу же мимо проходите. Лучшая фотокнига – это пример, как надо снимать от какого-нибудь выдающегося фотографа. То есть, да-да, лучшая фотокнига – это качественно напечатанный фотоальбом крутого фотографа, типа Питера Линдберга, Энни Лейбовица, Ричарда Видона, Стива Маккари, какие-нибудь знаменитые фотографии агентства Magnum и так далее и тому подобное. Кстати, список крутых фотографов есть у меня в телеграм-канале, так что если не знаете, чей альбом подарить, то милости прошу ко мне в телегу, там все это найдете.
И раз уж речь за фотки пошла, то очень часто у фотографов почти нет фоток их самих. Как говорится, сапожник без сапог. Поэтому подарите фотографу фотосессию. Это не только практичный подарок, то есть обновить фотографу аватарки в соцсети и так далее, но и крайне полезно побыть по ту сторону камеры. То есть, как ни странно, у многих фотографов такого опыта нет. И это на случай, если вы фотографируете людей или фотограф фотографирует людей, для лучшего понимания людей это вообще идеальный вариант. То есть понимание их эмоций, реакций, поведения. То есть побывать в шкуре модели — это вообще очень-очень полезно для фотографа. А вот этот подарок уже чисто для фотографов, прямо вот фотографов, у кого есть фотоаппараты, они умеют им пользоваться. Это вспышка в ретро-стиле Godox Lux Senior называется. Да, конечно, практичнее подарить обычную, типа Godox V853 и какой-нибудь синхронизатор недорогой. И это, кстати, навсегда изменит фотографии человека, особенно если он со вспышкой не работал или мало работал. То есть это просто перевернет его видение. Про это есть видео отдельно на канале, потом обязательно зацените. Но вспышка, про которую я говорю, это, знаете, такая складная в ретро-стиле вспышка, чисто мануальная, которая бьет прямо в лоб, как говорится, вспышка кобры. Ну вот так, когда стоит. То есть она создает такой интересный эффект, такой в ретро-стиле. За счет металлических лепестков такой направленный пучок дает. Чем-то напоминает фотографии начала 20 века, которые делали репортеры. Вот как в фильме 92 года с Джо Пеши, который у нас называется в русском переводе «Фотограф», а вообще на самом деле в оригинале называется «The Public Eye». В общем, эта вспышка, она такая прикольная игрушка, и многие фотографы по-любому ее заценят. Ну и напоследок важный момент с подарком фотографу. Очень много списков в интернете вот этих вот, типа, что подарить фотографу, где советуют дарить условно полезные функциональные фотовещи, типа там штатив, фотофильтр, объектив и так далее. Крайне не советую так поступать. Если вы не разбираетесь, даже если вы разбираетесь, вы никогда не угадаете, что именно нужно конкретному фотографу, потому что фотооборудование — это очень специфичная вещь, которая решает очень специфичные задачи. Тут не бывает каких-то супер универсальных решений, которые подойдут всем. Тех же штативов там 100 видов для тысячи разных задач. Поэтому вы не угадаете. И, собственно говоря, помочь не сможете, то есть подарить функциональный подарок у вас не получится, да, то есть будет не то. И как бы не удивите, и не дадите никаких эмоций человеку. Поэтому я рекомендую либо дарите эмоции и приключения, и либо, если хотите прям попасть в желание, подарить полезный подарок, функциональный, просто подарите деньги. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Буду признателен за лайк. Подписывайтесь на канал. Обязательно напишите в комментариях свои прикольные идеи для подарков. Мне, да я уверен, многим будет интересно почитать. Ну а я приготовил для вас еще много разных полезных, интересных видосов. Поэтому до встречи в следующих видео.